Нежнейший творожный крем, в котором творога не будет. Характерный творожный вкус этому крему придает кефир, из которого мы приготовим нечто наподобие сыра лабне. Привет, друзья! Творожный крем без творога. Интрига, но на самом деле все очень просто. Мы приготовим нежнейший творожок из кефира, но при этом мы не будем его нагревать, мы его будем замораживать. Это крем универсальный, и в зависимости от ситуации вы можете делать его мягче или плотнее, слаще или нет. Детальнее об этом в самом видео, а крем по пропорциям из этого ролика хорош там, где вы хотите эффект пропитанности, но при этом хотите сохранить текстуру. Там, где вы хотите чувствовать упругость крема, но чтобы при этом он таял во рту под действием температуры вашего тела, расходился словно нежный творожный мусс. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео со сносками касательно получения разных вариантов крема по плотности. Для приготовления этого крема на масле все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Начнем с подготовки кефира. Его нужно отправить в морозильную камеру на ночь до полного замерзания. Когда кефир замерзнет, ему нужно дать оттаять и стечь сыворотки. Для этого возьмите дуршлаг или сито, у меня сырная форма, марлю или агроволокно, а также миску, куда будет стекать сыворотка. Во время замерзания кефир как бы расслаивается. Сыворотка отделяется от белково-жировой массы, и поэтому замороженный кефир по структуре напоминает осадочные породы. Благодаря замораживанию отделить ту самую белковую массу будет намного проще, и при этом вам не нужно будет часто перемешивать смесь, пока она будет стекать. Выложите замороженный кефир в застеленный тканью дуршлаг или сито и оставьте оттаивать. Этот процесс может длиться разное количество времени. Иногда я отправляю всю конструкцию в холодильник, там масса медленно тает и сыворотка уходит. По мере оттаивания видно, как разделены слои замороженного кефира. На данном этапе вы можете дать сыворотке стечь слабее или сильнее. Так вы можете регулировать консистенцию будущего крема. Если хотите получить его прилично плотным, для декора капкейков или как замену крем-чизу, можно применить небольшой груз, чтобы сыворотка уходила активнее. Так как у меня на этот крем были наполеоновские планы, я решила переслоить им шоколадный Наполеон, который тоже скоро появится на канале. То я оставила массу мягкой и нежной. Посмотрите, какая нежная текстура у этого творожка. Вы можете запросто готовить его для себя просто так, для завтраков или соусов. Выход творожка будет зависеть от конкретного кефира. У меня вышло порядка 650 граммов. Сыворотку можно просто выпить, использовать для выпечки, окрошки или смузи. Итак, первая часть приготовления завершена. Теперь осталось сделать сам крем. Тут делов на 10 минут. В миску отправьте размягченное сливочное масло и всыпьте к нему сахарную пудру. Разотрите масло с пудрой, чтобы пудра не пылила, а масло стало податливым. Теперь можно приступать к взбиванию. Взбейте масло с сахарной пудрой до посветления и небольшого увеличения в объеме. Затем добавьте к маслу кефирный творожок и взбейте крем до однородности. Если творожок будет холодным, крем расслоится и пойдет крупными зернами. Мой крем готов. Он нежный, напоминает взбитые сливки, но при этом невероятно ароматный и имеет приятную характерную кислинку во вкусе. С таким кремом коржи Наполеона не пропитываются полностью так, как в случае с заварным кремом, а остаются текстурно различимыми, выделяются. При этом торт прекрасно режется, впрочем, вы все увидите сами совсем скоро. Если вам нужен крем более плотный, держащий форму, помимо слива большего количества сыворотки, вы можете вводить в него больший процент масла. Зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Напомню, что на канале есть видео с рецептами традиционного творожного крема на масле и на сливках. Ссылку на него я оставлю в описании. Делитесь в комментариях, для какого торта вы бы использовали такой вот нежный крем. Традиционно ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».